Ради тебя она пойдет на все. Кто же эта женщина? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, в вашей жизни произошла такая ситуация, которая, может быть, до сих пор кого-то немножко так ставит в ступор, да, если это можно так назвать, в отношении других женщин, да. То есть когда-то была история в вашей жизни, когда вы распрощались со своей большой-большой любовью. Причем здесь есть и магическое воздействие вашей женщины. Да? Здесь не просто так. И проблемы могут проигрываться в вашей жизни. Но дело в том, что после этого расставания вот как будто вы по-другому стали относиться вообще к другим женщинам. Ну, вот такой пунктик своего рода, да, опасения. Опасения то, что все женщины там коварные, все женщины корыстные и так далее. Опасение, что вы снова влюбитесь, а вам нанесут очень жесткий удар. Женщины, конечно же, вот, которые вам нравятся, но обязательно должны быть, ну, достаточно хороши. Хоть вы и опасаетесь, да, никто этого момента никуда не девает, но женщины вам нравятся ухоженные, женщины, которыми можно гордиться, восхищаться, которых... Ну, не стыдно вывести в общество, наверное, да? Напишите в комментариях, давайте сделаем маленький опрос по этому поводу. Что для вас главное в женщинах? Давайте-ка пишите, ребят. Вот только по-честному. Вы человек, который, в общем-то, сами довольно неплохо выглядите. Есть у вас, может быть, даже такие, знаете, ну, я не скажу прям царские какие-то черты, но это достаточно сильная самооценка, достаточная уверенность в своих силах. Хотя вот момент по поводу других женщин, он, конечно же, такой большой-большой минус, да, вот в вашей жизни, потому что даже сильные мужчины, они порой бывают очень ранимые, очень уязвимые, и, в общем-то, это про вас. Кто-то сейчас из вас, возможно, поскольку это общий расклад, начали общение с другой женщиной. Эта женщина может быть в другом городе, в другой стране. Вы находитесь однозначно на расстоянии. Эта женщина вас очень сильно притягивает. Возможно, даже вы видите в этой женщине, ну, потенциально будущую свою жену, либо же, ну, как минимум, женщину для серьезных отношений. Она, в общем-то, и хороша собой, она уверена в себе, вы это видите, да. Возможно, вы еще даже не встречались кто-то, да, но настолько она вас цепанула, кто-то по переписке, может быть, кто-то по видеосвязи, да, там по телефону, вы даже не видя, в общем-то, да, вот женщину, вы можете, ну, действительно влюбиться, кто-то в голос, кто-то в эти ваши такие задушевные беседы, вот она вам как будто стала таким близким, родным человечком. Далее, давайте-ка посмотрим, что еще вас поведает Таро. Много одиноких меня смотрит мужчин. Смотрите, это может проиграться одиночество вдвоем. Кто-то по факту холостякует, а кто-то вроде бы еще находится в браке, но этот брак себя изжил. Это брак, это иллюзия отношений, иллюзия брака, где вы чувствуете себя ненужным, где вы чувствуете, что женщина, возможно, вас просто вот использует. И вы понимаете, как только у вас закончатся деньги, да, либо же вы прекратите как-то вкладываться в эти отношения финансово, может быть, за квартиру платить, там еще, может быть, там денежки даете просто женщине, вы понимаете, что сразу очень быстро она растворится. И, в общем-то, вы подумываете о разводе. У кого это проигрывается, напишите, ребята, в комментариях. Также мне показано, что кто-то из вас, может быть, сейчас либо находится, либо, ну так, планирует, да, вот опять же заприметили женщину, с которой у вас могут быть такие тайные романтичные отношения. Но это скорее касается тех самых женатых мужчин, которые, неважно, гражданский брак, либо же официальный, но это скорее будет такая скрытная история, потому что вот вы
Именно чувствуете себя очень-очень одиноко в отношениях, и это такая ваша отдушина. Может быть, кто-то уже сходил налево, может быть, кто-то заприметил женщину, вы планируете, да, вот, ну, завести себе пока такую отдушину, пока официального развода нет. Ну, давайте-ка разбираться теперь, кто же пойдет на все ради вас. Так. Есть женщина, она моложе вас. У кого-то это может быть большая разница в возрасте, у кого-то не очень. Но эта женщина, знаете, вот с которой, я так забегая вперед, с которой вы могли бы реально построить классные отношения. Кто-то может уже с ней общаться, кто-то, в принципе, в скором времени сблизится, да. С этой женщиной будет красивая история любви, она мечтает, по крайней мере, да, вот она видит в вас такую большую-большую мужскую силу. Она видит какую-то надежность, она видит то, что вы можете, ну, закрыть все ее потребности. Это, ну, обычно так называется в психологии, но только не путайте про какие-то моральные, вернее, про физические потребности. То есть вы можете закрыть потребности в нежности, в ласке, в заботе, в любви, да, то есть вы такой вот мужчина, который, по крайней мере, по ее мнению, да, который может дать ей все. Нравится и ваша внешность этой женщине, нравится характер, нравятся черты, вот которые она раньше не видела в других мужчинах, которые у нее были. Она, скорее всего, будет разведена. Ну, мы не будем сейчас эту историю рассказывать, да, что там у нее произошло. Это были непростые отношения. Скорее всего, здесь проиграется любовный треугольник, потому они и разошлись. В вас почему-то вот она видит надежного такого человека. И знаете, чем больше она вот смотрит, наблюдает за вами, а у кого-то может проиграться, что вот она действительно пока просто присматривается, у кого-то проиграется, что вы уже можете, как, ну, друзья, приятели, может быть, общаться, но это пока не любовники, это не то, ребят. У кого есть отношения, это не про вас, это немножко другая женщина. Она либо же, ну так, в тени, в полутени еще находится, у кого-то она еще появится с таким сближением, да, вот с общением чуть попозже, опять же. Она наблюдает, и она, вот знаете, восхищается как-то вашими и чертами характера, вашей человечностью, вашей такой, с другой стороны, мужской жесткостью, да, вот может быть даже вашим умением принимать решения. Ей все больше и больше хочется иметь такого мужчину, вот как вы. Давайте посмотрим, сможете ли вы быть вместе или нет. 100%. 100% вы можете полюбить ее точно так, как вот она сейчас вам симпатизирует. Просто эти отношения не будут развиваться прям так стремительно, потому что, опять же, как я говорила в начале этого расклада, что многие из вас опасаются торопить события, да, вот присматриваются, чтобы не наступить на те же грабли. Это будет такая... я не скажу, что это будет годами там растянутая история, но вот как-то это будет растянуто по времени, плюс-минус, да, у кого больше, у кого меньше. Какой-то период вы можете общаться, будучи даже на расстоянии. Смотрите, у кого-то это проиграется, опять же, ну, такой интернетный роман, знакомство по интернету. Но это будет такой, знаете, случай, когда люди вроде бы познакомились по интернету, но как будто нашли родственные души. Вот, то есть она уже, если кто-то из вас общается, она уже как бы подсела на вас, да, вот она видит, как я уже сказала, в вас сильного мужчину, вот император выпал у нас в раскладе, вот она видит императора. Здесь еще, знаете, может проиграться вот те, которые на расстоянии, вы поймете, о ком это речь, те, кто переписываются. Если кто в жизни, я думаю, ну здесь проще как-то понять, да, здесь вы будете больше общаться, а те, кто на расстоянии, знаете, будет камень такой немножко преткновения, потому что здесь может либо работа мешать вашим таким частым встречам,
Здесь вот какие-то, ну, скорее, да, рабочие моменты плюс расстояние, и это будет вас, ну, не то чтобы мучить, но это будет такое неудобство, наверное, для вас двоих. Хотя, смотрите, ребят, у тех, у кого вот именно, я сейчас просто немножко остановлюсь, у кого история будет на расстоянии, вы будете как-то так изощряться по работе, то ли отпрашиваться, может быть, кто-то там будет отгулы, маленький отпуск брать, просто чтобы приехать к женщине, да, может быть, уикенд провести вместе. Может быть, куда-то, ну, рвануть, да, хотя бы один-два денечка, да, будете вырываться, потому что, ну, это будет такое взаимное притяжение. Причем она настолько, ну, такой классный человек, неважно, в интернете вы познакомитесь или нет, я сейчас в общем описываю женщину, вот это настоящая женщина. Я думаю, если вы уже общаетесь, вы это почувствовали. Есть некая такая доброта, есть в то же время стержень, да, вы понимаете, что это женщина с характером, да, то есть у нее есть свое мнение, у нее есть какие-то свои цели, желания, да, она не какая-то такая размазня, из которой можно что-то лепить, да, которая просто, грубо говоря, ночку с вами проведет. Нет, это серьезная женщина, которая вот вас увидела и, ну, у кого-то увидит, да, опять же, переворачивайте под себя, ребят, потому что, опять же, это я постоянно делаю акцент, что это общий расклад, у кого-то это уже проиграется, может быть, вы уже общаетесь, у кого-то это будет на будущее. Поэтому эта женщина, вот она настолько, ну, я даже не знаю, вот какое слово подобрать, ну, влюбиться назовем, да, либо уже влюбилась у кого-то, что вот она действительно пойдет на многое ради вас. Потому что она прежде всего видит, либо же увидит в вас человека достойного, как я уже говорила, и как умная женщина, она не захочет терять такого человека, да. Если нужно ждать, она подождет. Ну, если какие-то там проблемы по работе, да, чтобы встретиться, к примеру, если вы на расстоянии. Если нужно там еще что-то делать, она будет идти на разные вещи, да, вот именно с пониманием, с терпением каким-то. Есть не какая-то такая особая женственность, наверное. И причем, я вам скажу, даже те из вас, которые сейчас могут думать, да нет, все, никаких женщин, тотальное такое разочарование, недоверие, вы будете общаться с этой женщиной и понимать, что да нет, все-таки не все женщины одинаковые. Есть совершенно другие. Есть добрые, искренние, есть непредательницы, есть некорыстные. Потому что вот именно момент предательства, который вы получили, к сожалению, в своей жизни, он очень сильно до сих пор, ну, как бы триггерит вас, что ли. Вот он не дает вам покоя. Но и эта женщина излечит вас и от каких-то сомнений, и от страданий, излечит от одиночества. И даже, кстати, ребятушки, кто сейчас, может быть, находится еще даже в законном браке, либо же в гражданском, как я уже сказала, но это одиночество вдвоем, это токсичные отношения, где вы уже, в принципе, формально муж и жена, тоже у вас может проиграться эта ситуация, да, то есть неважно, кто-то на расстоянии познакомится, кто-то в жизни, вы точно так переворачиваете под себя, эта история у вас тоже может проиграться. Неважно, холостяк вы сейчас, либо вы занятой. Но это женщина, которая абсолютно сильно и абсолютно, знаете, реально перевернет вашу жизнь. Перевернет ваше какое-то мироощущение, что ли. Многие из вас, наверное, все-таки истосковались по настоящей женщине. Поэтому будет такой огромнейший всплеск эмоций, позитивных эмоций. Это могут быть ночи напролет беседы, прогулки, да. Здесь даже не про постель, здесь даже не про то, что сразу прыгнуть в постель. Нет, у вас даже не будет таких порывов, потому что вы будете, ну, очень осторожно, что ли, уважительно входить в эти отношения, только чтобы не спугнуть эту женщину. Хотя, конечно, гормоны будут зашкаливать, инстинкты ваши мужские будут зашкаливать, но вы будете держать, конечно же, себя в руках, потому что поймете, ну, такие женщины, ну, это на вес золота, наверное, да? Напишите, ребят, у кого-то есть сейчас такая женщина? Может быть, кто-то общается, ну, у кого нет, то, конечно же, можете написать, что пока с такой не общаюсь. Что еще нам нужно знать?
Знаете, эта женщина с какой-то стороны, вот в какой-то степени, даже, может быть, станет вашим таким талисманом, вот финансовым талисманом. С ней у вас может даже у кого-то проиграться, пойдет в гору работа. Это может быть смена на более лучшую работу, на более высокооплачиваемую работу. Это могут быть какие-то свои, может быть, личные вложения финансовые, которые приведут очень большие, ну, принесут вам дивиденды, да. Это могут быть какие-то свои открытые фирмы, свое какое-то дело, да, ну вот захочется творить, вытворять ради этой женщины. И вот она такая вот, ну сама по себе фартовая, вот как талисман. Вот с ее появлением ваша жизнь перевернется кардинально. Не только вот личная жизнь, но и рабочая, финансовая. Станете более обеспеченным, кто-то станет более уверенным, да, потому что, ну, как бы и финансовая стабильность, в общем-то, мужчине добавляет уверенности в себе. Что за переживания? Но мне показано, что кто-то из вас еще может переживать, да, вот вступая в новые отношения, допустим, да, вы можете переживать, что прежняя ваша женщина не даст вам покоя. Тоже это может проиграться, у кого-то это будет, ну, такое периодичное беспокойство. Но я вам скажу так, у кого-то, да, может проиграться, что бывшая, вот особенно после развода, особенно если это свежий развод, недавний, может ставить палки в колеса, да, какие-то пакости, сплетни, там, ну, это такие чепуховые дела, в общем-то. Но мне показывает, что вы сможете дать отпор этой своей бывшей даме. Вы сможете, ну, кто-то, может быть, спокойно сказать ей, да, вот так-то и так-то, ну, то есть найти общий язык. Кто-то более жестко может ответить, да, чтобы она никуда не лезла, ни в вашу жизнь и вообще исчезла из нее. Тоже может проиграться. Поэтому, ребят, не переживайте. Вот даже если как-то бывшая проявится, она, ну, обычно она чувствует, вот бывшие наши люди, пары наши, да, бывшие, они, как правило, чувствуют, когда проявляется новая любовь. И почему-то начинает в это время очень так активизироваться. Поэтому здесь не исключение, она может проявиться просто, чтобы как-то нагадить, напакостить, да. Бывают женщины, которые могут и вашей новой любви прийти в лицо, наговорить гадости, либо же что-то угрожают там. Ну, то есть у каждого свои тараканы. Но вы дадите хороший отпор, здесь все должно быть нормально, никаких таких особо поползновений она серьезных делать не будет, но держать ухо востро нужно. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!